Всем привет! Я уже выпустил несколько подборок игр определенных жанров для нестареющей и отличной игровой приставки Xbox 360. Ссылки на данные ролики я оставлю в описании. На этот раз мне хочется подобрать топ лучших RPG игр для этой игровой коробочки, по вашим просьбам. Проекты, где можно путешествовать по игровым локациям в поисках полезных предметов, побочных миссий для зарабатывания игровой валюты, за которую в дальнейшем можно прокачивать главного героя и так далее. Короче, это топ лучших RPG игр для Xbox 360. Но перед началом просмотра данного ролика я прошу тебя подписаться на мой канал, если ты этого еще не сделал, а также после просмотра данного топа поставить лайк. Ну а мы начинаем. Dragon Age Origins — это однопользовательская фэнтезийная RPG, которую можно назвать духовным наследником знаменитого Baldur's Gate. Игрокам предстоит странствовать по сказочному миру в составе отряда. Переговоры вообще крайне много значат в этой игре. Реплики и поведение компаньонов напрямую зависит от того, в какой ситуации оказывается и какие решения принимает в тот или иной момент. К слову, с собой игроки могут водить до 3 напарников одновременно, что делает каждую вылазку из лагеря запоминающейся и уникальной. Сюжет Dragon Age Origins чрезвычайно насыщен подробностями и различными неожиданностями. Все происходящие события фиксируются в игровом журнале, в котором также отмечаются беседы, ключевые сюжетные перипетии и многие другие происшествия. Прохождение игры занимает более 100 часов с выполнением всех побочных и сюжетных заданий. Игроки побывают как в крупных городах, так и в небольших деревнях, осмотрят разнообразные древние руины, спустятся глубоко под землю и прогуляются по эльфийскому лесу. География посещений в игре огромна. Всего в игре доступно 6 уникальных сюжетных линий, а фабульная составляющая зависит от расы и класса героя. Игрокам предлагается на выбор 3 отдельных расы: люди, гномы и эльфы, и 3 основных класса: воин, вор и маг. В дополнение к этому персонаж получает скиллы, присущие только его классу, умения и особые навыки, которые можно обучиться благодаря книгам или общению с другими персонажами. В Dragon Age Origins есть масса вариантов развития героя, а крайне высокий потолок развития позволяет создавать 2 совершенно разных персонажей, даже несмотря на их одинаковую предысторию. Fallout 3 — это продолжение известной постапокалиптической ролевой серии, основанной на движке Oblivion 4. Сюжет третьего Fallout стартует через 36 лет после окончания Fallout 2 в 2277 году и в совершенно другой точке страны, на восточном побережье США. Игра стартует с самого младенчества главного героя, который рождается и живет в убежище 101. Однако все рушится в тот момент, когда отец протагониста сбегает из убежища. Главный герой отправляется на радиоактивные пустоши на его поиски, попутно исследуя обезображенные радиацией и войной земли. В отличие от первых 2 частей, Fallout 3 — это шутер от первого лица. Пошаговый режим же боев оказался заменен системой WAS, позволяющей, как и раньше, выбирать конечность, в которую нужно стрелять. Впрочем, игроки могут сражаться и без использования этой системы, ибо в игре есть и обычные перестрелки в реальном времени, и огромный открытый мир. Ведьмак 2. Продолжение известного проекта по мотивам серии романа Ведьмак. По сравнению с первой частью серии, изменению подверглись фактически все аспекты игры. Доработана система дня и ночи, изменен игровой движок, введена новая система боя и диалогов, новые магические силы и система Quick Time Event. События игры разворачиваются спустя небольшой промежуток времени после завершения первой части игры. Геральту, Ведьмаку и главному герою игры предстоит узнать, кто же покушался на короля Темерии Фольтеста и почему у этого ассасина были ведьмачьи глаза. С этой целью игрокам придется вклиниться в сеть интриг, которая оказывается крайне обширно, но в конечном счете приводит Геральта к разгадке, причем к цели можно прийти несколькими путями. Многое в игре решается моральным выбором протагониста. В основном геймплей фактически не изменился. Перед игроками предстают бодрые схватки с различной нечистью, с людьми и эльфами, которые что-либо не поделились с главным героем. Впрочем, основа игры — это сражение с чудовищами, мастером по убийству которого Геральт и является. Игроку предстоит выполнить множество контрактов, связанных с монстрами, включая огромных и свирепых боссов, огромного кракена, гигантского генерала, призрачной армии и других. Fable 3. Ролевой экшен, события которого разворачиваются спустя 50 лет после событий второй части, когда в Альбионе начинается промышленная революция. Старый король Альбиона, протагонист второй части, умер, и страной правит его сын Логан. Главный герой — младший брат короля, который должен бежать из замка со своими товарищами, наставником Уолтером Беком и слугой Джаспером. Они начинают искать союзников, чтобы свергнуть тирана и поднять страну из развалин. В Fable 3 игрокам предстоит принцам целой страны в изгнании, чтобы найти возможность отбить страну у злобного брата тирана, дабы организовать армию и сплотить мир против надвигающейся тьмы. Игроку предстоит путешествовать по локациям, дабы заручиться поддержкой разных людей и группировок, которые могут помочь ему с переворотом. Помимо этого, игроку предстоит сражаться против разнообразных существ, используя огнестрельное и холодное оружие, а также разнообразную магию.
Dragon Age Inquisition – масштабная ролевая игра, продолжающая сюжет первых двух частей серии. Действие игры разворачивается спустя несколько лет после окончания Dragon Age 2. Мир объят пламенем новой войны между магами и храмовниками, а главному герою, командиру Инквизиции, предстоит решить не только эту проблему, но и остановить вторжение демонов, разобраться в хитросплетенных дворцовых интриг и сделать многое другое. Inquisition смешивает геймплейные особенности первой и второй части, привнося в серию свежие идеи и развивая их. Взаимоотношения с напарниками вернулись к канонам первой части, боевая система же осталась близка ко второй. Обилие побочных заданий и размеры локаций заставляют вспоминать некоторые MMORPG, а не одиночные ролевые игры. Помимо одиночного режима, в Inquisition также присутствует и кооперативный режим для 4 игроков, в котором агентам Инквизиции предстоит пробиваться через разных противников к боссу, дабы выполнить задачу и заработать золото. В многопользовательском режиме представлены более 10 уникальных классов персонажей, каждый со своими умениями и экипировкой. Dark Soul – идейный продолжитель дела мрачной и сложной ролевой игры для Xbox 360, события которого разворачиваются в мрачном мире под названием Lordaeron. Главный герой – один из носителей метки тьмы. Dark Soul – это ролевой экшен, в котором львиная доля времени уделена не прокачке персонажа или заданиям, а сражениям с врагами и боссами. Игроки обмениваются ударами с противниками, стараясь блокировать их удары или уворачиваться от них, чтобы не погибнуть. Каждая смерть в Dark Soul возвращает игроков к костру, сбрасывая человеческую форму и лишая всего накопленного и непотраченного опыта, который можно вернуть, посетив место своей гибели. Кроме обычных врагов, в игре присутствуют и разнообразные боссы, каждый из которых имеет набор уникальных атак и способен противостоять даже крайне сильным игрокам. Darksiders 2 — это продолжение первой части слэшера. В отличие от оригинальной игры, вторая часть рассказывает не о похождениях войны, а в центре внимания сиквела совершенно другой всадник апокалипсиса — смерть. События второй части разворачиваются одновременно с событиями первой. Смерть пытается найти способ очистить имя брата, попутно сталкиваясь с собственным чудовищным прошлым. Всаднику предстоит пройти 4 разнообразных мира, столкнуться с легионами разных созданий, каждый из которых желает ему смерти, и найти ответы на все вопросы. По сравнению с первой частью, Darksiders 2 больше ролевая игра, нежели слэшер. В игру был добавлен полноценный инвентарь и древо навыков, которое позволяет смерти выбрать свою специализацию. Герой может использовать разнообразные типы оружия, молоты, мечи или, например, ручные косы, выбирая оружие по ситуации и своему вкусу. Deus Ex Human Revolution — это приключенческая ролевая игра, выполненная в стилистике киберпанк, разработанная компанией Eidos Montreal и выпущена компанией Square Enix в 2011 году для всех игровых приставок. Это третья по счету игра во вселенной Deus Ex, являющаяся косвенным приквелом оригинальных двух игр, ибо события Human Revolution разворачиваются за четверть века до оригинальной дилогии. Главный герой игры — Адам Дженсен, начальник службы безопасности детройтской компании Sharif Industries, одного из ведущих мировых производителей механических имплантов для людей. В мире образца 2027 года человечество фактически раскололось на два лагеря. Одни ратуют за кибернетические улучшения, вторые же решительно против того, чтобы люди занимались аугментацией. Дженсен, ставший на пути загадочных нападавших, фактически гибнет. Однако благодаря имплантам перерождается и начинает поиск преступников, которые почти убили его самого и украли группу ведущих ученых Sharif Industries. Ну а на этом все. Если тебе понравилась данная подборка RPG игр для приставки Xbox 360, то не забываем подписываться на канал. А также, если понравился данный ролик, то обязательно поставь лайк. Всего тебе хорошего и пока.